Привет, друзья! Великое противостояние Брюса Ли и Чака Норриса представляет фильм «Путь дракона». Кроме драки о фильме мало что говорят, но на самом деле это довольно занимательный боевик, показывающий приключения Брюса в Риме. Для большинства из тех, кто видел фильм, возможно, самым странным показался тот факт, что фильм о китайском кунг-фу был снят в Риме, а самая захватывающая сцена – в обители древних гладиаторов Колизея. Дело в том, что когда Раймонд Чоу, партнер Брюса по производству фильма, заметил, что у него в Риме есть связи с людьми, способными помочь им и с техническим оборудованием и декорациями, то Брюс сразу же ухватился за это предложение, сознавая оригинальность идеи связать кунг-фу с теми местами, ведь это сулило большие возможности. Вместе с этим возникло много проблем. Прежде всего нужно было все логично увязать, чтобы фильм был правдоподобным. Брюс постоянно требовал совершенства как от себя самого, так и от всех, кто работал вместе с ним. Не мудрено, что многие жаловались на то, что с ним очень трудно работать, но он всегда знал, чего хотел и как этого добиться. Он мог быть излишне резок и прямолинеен, когда он этого хотел, и таким он был, когда снимал фильм «Остров дракона», но сейчас он был вежлив и терпелив с актерами и с сотрудниками. Несмотря на то, что он мог мгновенно взорваться, он держал себя в руках в течение всей работы над фильмом. Условия работы над фильмом были чрезвычайно жесткими, съемка производилась в диком темпе, 14 часов в сутки, и так 7 дней в неделю. В течение 2 недель все то, что планировалось отснять в Риме, было отснято, и вся группа вернулась в Гонконг работать дальше. Постановка драк была привилегией и специальностью Брюса. Он хотел, чтобы все было совершенно и на высоком уровне. Вначале каждая драка планировалась на бумаге, и каждое движение под каждым углом зрения. Так, например, его последняя большая дуэль с Чаком Норрисом потребовала 20 страниц инструкций. Все было схореографировано не менее тщательно, ведь Брюс все контролировал лично и не прощал ошибок. Для того, чтобы облегчить себе задачу, Брюс установил вдоль одной стены зеркало. При этом он постоянно смотрел, под каким углом данную сцену лучше отснять, чтобы эта сцена прозвучала более эффектно и убедительно. Он постоянно изобретал что-то новое, применяя различные технические приемы кунг-фу, потому что каждая драка должна была отличаться от всех предыдущих когда-либо им отснятых. Сцены драк, которые он разрабатывал, были на самом деле потрясающими. Все они отличались друг от друга и были запроектированы только для определенного персонажа фильма. После того, как все движения были тщательно продуманы, наступал момент, когда все это нужно было осуществить вместе с партнерами, учитывая вес и рост, а также силу оппонента. Брюс также использовал различное холодное оружие. Он сам сделал себе метательные дротики и использовал их в фильме. Брюс хотел воспользоваться своими обширными знаниями в области древнего и современного оружия, как стран Востока, так и Запада. Не забываем, что ни один из ударов ногами и руками Брюс не доводил до контакта с человеком, и это только визуально кажется, что удары достигают цели, и это требовало от всех исключительной четкости и точности действий, достигнутых благодаря многократным повторениям. Его действия в батальных сценах и его хореография, а также его руководство другими актерами и мастерами боевых искусств, было уже само по себе удивительным искусством. Однако не надо забывать, что та техника, которую он демонстрировал в своих фильмах, сильно отличалась от той, которую он применял бы в реальной жизни. Несмотря на то, что прошло уже много времени, фильм «Путь дракона» стал культовым и по сей день любим зрителями со всего мира. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.